Привет всем, с вами мы, Надя Подвиньте. Я снимаю видео на мой канал. И... Короче, мы недавно снимали на мой канал. Да, недавно. Ну, 5 минут назад, короче. Да. Мы его эти 5 минут ждали, пока видео скачается на YouTube. Мы обе видеоблогерши. Да, конечно. А что мы будем сейчас делать? Не знаю. Нормально снимаем видео, не знаю, что все будем делать. Снимаем видео. Ну, короче, если... наберите Надя Вэй и Алена Гагарина. Тогда выдаст мой канал. Но ссылки я не умею оставлять, так что не смотрите, не обсуждайте, ничего там не делайте, потому что у меня всего лишь пару видео там. А у меня уже, по-моему, 17. Нет, не 17. Я не помню, короче. В общем, мы будем сейчас снимать видео. Короче, мы с Надей подумали, про что мы будем снимать. Музыки уже нету, потому что она как-то нам мешает. Да, потому что мы будем рассказывать страшилки. А эта музыка мешает нам и делает даже настроение лучше. А надо, чтобы было страшно. Кто будет первый? Саша, Ладно. это же твой канал. Блин. Короче, эта страшилка называется «Гроб на колесиках». Ладно. А я ее не помню. Я подумала и забыла эту страшилку. Короче, расскажу другую. Эта страшилка называется... Забыла, как называется, но, короче, слушайте. Как ты называешься? Жила-была одна женщина. Она жила в Японии. Она была одинока. Как-то раз на нее напала банда бандитов. Они избили ее. Женщина кричала, прося о помощи, но никто ее не приходил. Тогда она стала действовать сама. Она поползла к железной дороге и вдруг потеряла сознание. Поезд поехал по ней и разрезал ее на 2 части. С тех пор эта женщина ходит под... Алло? Настя. Надя, какая Настя? Я Надя. Ой, и с тех пор эта женщина ходит по туалетам, по школьным туалетам и спрашивает: где мои ноги? Все испугалась. А некоторые утверждают, что видели ее у себя в ванной. Вот такая вот страшилка. Сейчас Надя на очередь. Надя, это кто? Не знаю. В общем, я буду рассказывать анекдот. Анекдот называется Кто это? Почему Вовки не было в школе? Мама спрашивает Вовку: Вовочка, почему тебя не было в школе? А он ответила: у учительницы был день рождения, и он решил не ходить в школу, чтобы ей сделать приятно, и чтобы она от меня отдохнула. Да ёлы-палы, кто стучит? Это, короче, что-то странное происходит в школе, мы сейчас пойдем туда. Посмотрим. Кажется, звук исходит оттуда. И оттуда. Прям наши вещи, блин. Офигеть можно. Короче, Мы сейчас будем смотреть, что происходит. Если мы не найдем, будем обыскивать всю школу. А давайте теперь моя очередь с анекдота, а то как-то страшно было стало. Давайте мы не только будем рассказывать страшилки, но и анекдоты. Короче, лежал кот на траве, мимо хозяйка проходит и говорит: минуту. Короче, ребята, мы зашли. Скрип такой страшный. Что-то лучше в зеркало не смотрите, тут там пиковая дама. Вдруг это она зеркало разбила, и такой звук послышался.
Хотя, может быть, это был стук вообще. Мы бежим. Короче, мы сейчас около библиотеки, лучше в библиотеку зайти. Она закрыта. Библиотека закрыта. Короче, мы там видели пиковую даму. Да. В зеркале видели пиковую даму. Слушай, пойдем куда-нибудь в место, где ее нету. А, пошли, я знаю, где нету этого самого. Нет, я смеюсь. И буду вот здесь, наверное, этаже. Слушай, я одна туда не пойду, я тебя прошу, пошли. Ну, Надя, блин. Почему ты не хочешь идти? Более... Там безопасное место, я тебе говорю. Тут интересно. Ну, конечно, пошли. За нами девки идут. Машина. Блин, ну не надо, потому что они нам сейчас видео испортят. Почему на их малышня не бывает? Хотя они такой же разлисты, как и я. Да блин. Слушай, ты струсила, да? Ты струсила сейчас. Просто не хочешь туда идти. Ты струсила, да? Нет. Ты струсила? Если честно, у меня есть все моей школы. Я сейчас их проверяю. Конечно. Блин, слушай, прекрати, Надя. Ой, офигеть, что я сейчас видела, ребята. Надя, офигеть, твое лицо переменилось, и ты стала пиковой дамой. А нет, тьфу, ты пиковой дамой. У тебя появилась тень под глазами и улыбка Баку. Офигеть. Здесь что-то непонятное творится. То ли это пиковая дама, то ли это Баку. Даже слова